Привет, друзья! Сегодня многие в шоке от того, что происходит с Германией. Канцлер Фридрих Мерц буквально за считанные недели перевернул все. Германия начала срочно ужесточать миграционную политику, отказывается от навязанной зеленой повестки и, внимание, усиливает армию. Это не просто перемены, это невероятная революция с новым канцлером Фридрихом Мерцем. Возникает такое ощущение, что страна, которая годами подчинялась указаниям из Брюсселя, теперь встала с колен и заявила: «Хватит». Хочу сделать акцент на том, что канцлер Мерц идет по пути, который испугал многих и в Берлине, и в Париже, и даже в Вашингтоне. Новый канцлер Фридрих Мерц с первых минут своего правления шокировал Европу. То, о чем годами молчали в Берлине и Брюсселе, теперь сказано вслух. Цитата: «Миграционный кризис – это катастрофа». Получается, что под давлением страшной реальности Фридрих Мерц рвет с политкорректностью. Германия закрывает границы для нелегальных беженцев, депортации ускоряются, мигранты, у которых нет права на убежище, будут выдворены в кратчайшие сроки, а полиция Германии работает круглосуточно, порой даже на пределе возможностей. Грандиозная сеть льгот, которую Германия годами раздавала вновь прибывшим, сворачивается. Сегодня слово «хватит» стало девизом новой жесткой миграционной политики Германии. По всей стране закрываются нелегальные центры, усиливаются проверки, вводятся жесткие фильтрации на границах. Теперь мигрантам будет нужно доказывать свою ценность для немецкого общества. А просто я приехал, дайте жилье, деньги, паспорт, как было при Олафе Шольце и Ангеле Меркель, уже не работает. Жесткий контроль, камеры, цифровой след – все идет в ваше дело. Но это еще не все. Мерц предложил лишать убежища тех, кто нарушает общественный порядок в городах. Один протест – из-за вещички и домой. Один акт насилия – билет в один конец навсегда. Больше никаких, как говорится, священных коров Олафа Шольца. Германия, которая годами стыдилась даже заикнуться о проблемах мультикультурализма, теперь говорит жестко. Полиция получает полномочия, суды работают в ускоренном режиме, тысячи депортаций уже запущены. Европейские некоммерческие организации и миграционные активисты бьют тревогу, а рейтинги Фридриха Мерца на фоне невероятных жестких шагов растут, потому что простой немец устал бояться, устал платить за систему, которая работает не на него. Мерц каждым своим движением, каждым вздохом и срочным решением дает понять: больше никаких табу. Он прямо заявляет, цитата: «Германия не приют для всего мира». И если кому-то это не нравится, это их проблема, потому что новый курс поддерживает большинство. Германия меняется на глазах, и это уже не тот уютный мультикультурный проект, это железная реальность новой эпохи. И еще один ужасный удар по-старому. Мы задыхали в зеленой идеологии. С этими словами Мерц разнес в пух и в прах весь курс прошлых лет. Германия больше не будет жертвовать экономикой ради мнимого спасения климата. Банки будут выдавать дешевые кредиты, бизнес будет получать дешевые деньги и вкладывать в развитие, тем самым создавая новые рабочие места. Энергия не игрушка в руках климатических активистов. С этого дня никакой больше романтики, только реальность. И в этой реальности Германия возвращается к атомной энергетике. Да, вы не ослышались, Мерц уже дал команду пересмотреть вопрос об остановленных атомных электростанциях, потому что зеленая энергия – это дорого, нестабильно и опасно для промышленности. Мерц говорит: солнечные панели и ветряки – отлично, но только как дополнение. Главный упор теперь на энергию, которая работает всегда. И в первую очередь это атом, это уголь, это газ. Зеленые лоббисты, конечно же, в шоке, активисты заливаются в слезах, но для Мерца важнее не одобрение Греты Тунберг, а рабочие места, зарплаты и рост промышленности. Мерц продолжает: электрокары – дорогое развлечение, больше не будет дотаций. Запрет на ДВС заморожен, малый бизнес, который задыхается от зеленых стандартов, получил глоток воздуха. Экологический фанатизм от Бербак убивал экономику, говорит Мерц, и миллионы немцев с ним согласны. Хватит строить экономику под климатические митинги школьников. Зеленая коалиция в Бундестаге рвет на себе волосы, но сделать ничего не может. В стране назревает революция здравого смысла, и Мерц ее лидер. И хочу сделать акцент на том, что он смело бросает вызов не только левым и зеленым силам в Германии, но и самим устроем Евросоюза. Германия сегодня говорит: мы сами будем решать, чем топить свои дома.
на чем ездить и как развивать свою промышленность. Климат – это важно, но не ценой экономического самоубийства. И пока Европа мечтает о нулевом углероде, я бы сказал, что Германия под Фридрихом Мерцем идет в сторону нулевой наивности. Новый канцлер Германии, работавший, напомню, в BlackRock, умеет считать деньги. Его невероятный курс – это прагматичный, национальный, независимый. Германия снова ставит свои интересы на первое место, а остальной мир пусть догоняет. И это еще не все. Следующий серьезный удар по оборонке. Если вы еще думаете, что Германия остается пацифистом в Европе, вы отстали на 10 лет. Новый канцлер Фридрих Мерц больше не верит в сказки о мире без оружия. Он смотрит на реальность трезво, мир стал опасен, а Германия, благодаря Олафу Шольцу и Ангеле Меркель, уязвима, и Мерц это меняет. Все мы с вами видели, как страна, которую годами упрекали за слабую армию и недофинансирование обороны, теперь идет на рекордные траты. Бундесвер получает беспрецедентные бюджеты и не на бумаге, а уже на практике. Новые танки, современные дроны, передовая ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, киберподразделения – это уже не фантазия, это уже законтрактовано. Германия снова делает ставку на силу. Мерц лично провел серию встреч с военными, дал понять, никакого больше расслабления, угроза рядом, и к ней надо быть готовым. В это же неспокойное время Франция тревожится, Польша вообще завидует, США аплодируют, потому что впервые за десятилетия Германия не просто говорит о безопасности, она уже действует. У меня порой складывается мнение, что новая концепция обороны Мерца не просто оборонительна, это стратегия устрашения. Мерц, скорее всего, дает нам с вами намеки, что потенциальные враги должны бояться даже думать о вторжении. Германия больше не хочет зависеть от чужих армий, она строит свою силу и делает это быстро, четко и системно. Думаю, вы со мной согласитесь, что Фридрих Мерц делает то, на что не решались Шольц, Меркель и десятки канцлеров до него. Он возвращает армии авторитет, повышение зарплат, восстановление имиджа военного, масштабные кампании по набору. Служить снова станет почетно, и самое главное, что нам с вами следует намотать на ус. Мерц сказал прямо, Германия будет защищать свои интересы, не чужие какие-то идеалы, не абстрактную европейскую идентичность, а свою землю, свой народ, свою экономику. Кто с этим не согласен, пожалуйста, можете покинуть поезд. Но он едет вперед и на полной скорости. Мерц своими решениями сносит старую политическую конструкцию, которую строили десятилетиями. Он заявляет, Германия больше не хочет быть послушным учеником Брюсселя, больше не будет бесконечно извиняться, платить и подстраиваться. Мерц говорит, хватит. И это слово звучит все громче с каждой недели. Он уже отменяет законы, введенные при зеленых и социал-демократах. Он сносит бюрократию, закрывает бессмысленные комитеты, увольняет идеологических активистов из министерств. Власть зачищается. Мы видим, как ставленники старой системы уходят, приходят прагматики, приходят менеджеры, военные, экономисты. Те, кто хочет действовать, а не болтать о толерантности. Помните, я вам в одном из видео рассказывал, что новая элита Фридриха Мерца – это люди, у которых в глазах цель, а не слезы. Они не про чувства, они про результат и про эффективность. И это новый тип власти. Ведь вы еще помните, что Фридрих Мерц пришел из бизнеса, из финансов, без истерик, без флагов меньшинств, без нескончаемых дискуссий. Только действия, только эффективность. Также одним из первых шагов была реформа бюджета. Деньги больше не идут на бессмысленные программы интеграции и равенства. Каждый евро идет в производство, в армию, в энергетический сектор. Германия снова думает о себе, и Мерц показывает пример всем другим европейским странам. Хватит быть заложниками Брюсселя и фанатиков от климата. Рейтинги Мерца, как я сказал, растут. Народ аплодирует, потому что люди устали быть донорами всей Европы, устали жить по указке извне, устали, что их налоги идут неизвестно куда. С приходом Мерца Германия вновь звучит гордо, громко и, главное, самостоятельно. Получается, что Фридрих Мерц – это не просто какой-то там канцлер. Это я бы сравнил как вождь новой Германии, а его реформа – это удар по всем, кто хотел видеть страну слабой, стыдящейся и покорной. Больше такого не будет. Германия проснулась, и в такой новой реальности она будет диктовать, а не подчиняться. На самом деле, давайте смотреть правде в глаза.
То, что мы сегодня наблюдаем, это не просто политический сдвиг, это большой тектонический разлом. Германия эпохи Фридриха Мерца – это совершенно другой мир. Мир, где страна встает с колен, мир, где больше никто не диктует ей, как жить. Ни Брюссель, ни климатические фанатики, ни миграционные лоббисты, ни размытые европейские структуры. Все. Игра закончилась. Мерц перезапуская эту Германию, он выдергивает из розетки систему, которая годами существовала, можно так назвать, по инерции, и втыкает в нее новую вилку, новая энергия, новый драйв, новый смысл. Сечете, о чем я? Германия говорит, теперь по нашим правилам, и если кому-то не нравится, не держим, до свидос. Сегодня мы с вами стоим на пороге новой эры, где Германия будет неведомой, а именно ведущей, и Мерц это тот, кто схватил штурвал. Не для того, чтобы покрасоваться, а чтобы развернуть страну на 180 градусов и вести ее только вперед, быстро, смело, без оглядки назад. Если вам понравился мой рассказ и вы чувствуете, что пришло время перемен, поддержите видео подпиской, лайком и ударьте со всей силы в колокольчик, потому что впереди еще больше разоблачений, еще больше правды, еще больше взрывных тем о том, как Мерц меняет Германию. Не пропустите. Желаю вам быть первым, кто узнает правду, пока другие спят. Спасибо за просмотр.